Трамп убеждает Конгресс, что война с Ираном закончена. Зачем Дональду эти игры? Учитывая, что после этого он снова грозит кулаком и обещает всех наказать. Иран ищет разные решения проблемы. Пытается убедить даже страны Европы в том, что нужно вернуться к переговорам. Самолеты США с грузом летят на Ближний Восток. Что это означает? В Штатах люди вышли на первомайский митинг, выступали против политики Трампа. Также расскажем, как прошли шествия в других странах. С какими лозунгами? Король Чарльз на Бермудах. Полеты по Европе под угрозой. В Китае на вокзале работают роботы, а знаменитый шимпанзе снова покоряет интернет. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп заявил Конгрессу США, что боевые действия с Ираном прекращены. Формально война закончена. Фактически, американские войска остаются на Ближнем Востоке, блокада иранских портов продолжается, а Пентагон готов возобновить удары, если переговоры сорвутся. Белый дом направил законодателям письмо именно в тот момент, когда истек 60-дневный срок по резолюции о военных полномочиях. По этому закону президент не может бесконечно вести военную операцию без Конгресса. После 60 дней он должен либо завершить боевые действия, либо получить разрешение законодателей, либо запросить еще 30 дней на вывод войск. Но Трамп выбрал другой путь – объявить, что боевые действия уже прекращены. В письме, с которым ознакомились в издании «Политика», говорится, что с 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном действует режим прекращения огня. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены. Это ключевая формулировка. Если боевые действия прекращены, значит, Белый дом считает, что ему не нужно просить Конгресс о разрешении продолжать войну. Но в том же письме Трамп признает, угроза никуда не исчезла. Там сказано, что, несмотря на успех операций США и попытки добиться прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной. То есть Вашингтон одновременно говорит две вещи. Война прекращена, но опасность сохраняется. Именно это вызывает спор в Конгрессе. Демократы и часть республиканцев считают, что администрация пытается обойти закон. Потому что американские силы все еще находятся в регионе. Морская блокада Ирана продолжается. А переговоры с Тегераном зашли в тупик. А противники Трампа говорят, прекращение огня – это не то же самое, что окончание военной кампании. На Капитолийском холме уже появились трещины, даже среди республиканцев. Для Трампа это опасный сигнал. До сих пор поддержка республиканцев по Ирану была почти единой. Но понятного выхода нет, общественная поддержка падает, и часть законодателей уже не хочет голосовать за продолжение конфликта. Параллельно Белый дом пытается договориться с Ираном, при этом продолжая всяческое давление, в том числе экономическое. И в этом Трампа поддерживает министр финансов. Иран – голова змеи глобального терроризма, и под руководством Трампа Министерство финансов действует агрессивно, используя стратегию экономической ярости, чтобы перерезать финансовые линии жизни иранской армии. Мы будем безжалостно нацеливаться на способность режима генерировать, перемещать и возвращать средства, а также преследовать любого, кто помогает попыткам Тегерана обходить санкции. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по урегулированию конфликта. По его словам, Тегеран хочет заключить сделку, но условия Вашингтон пока не устраивают. Трамп утверждает, что переговоры сейчас идут по телефону, потому что поездка была бы слишком долгой. Он также заявил, что внутри иранского руководства разлад. Несколько групп не могут договориться между собой. Отдельно Трамп сказал, что не собирается запрашивать разрешение Конгресса на продолжение войны, несмотря на 60-дневный срок по закону о военных полномочиях. Он назвал такие требования неконституционными. Трамп также повторил, после окончания войны с Ираном цены на нефть и бензин, по его прогнозу, пойдут вниз. Итак, они, имея в виду Иран, хотят заключить сделку, но я ею не удовлетворен. Так что посмотрим, что произойдет. Иран хочет заключить сделку, потому что у них, по сути, не осталось армии. Они хотят заключить сделку, но я ею не удовлетворен. Поездка очень длинная, и мы сейчас делаем все в плане переговоров, в плане переговорного процесса по телефону. Они сделали шаги вперед, но я не уверен, доберутся ли они вообще туда. Там огромный разлад, огромный. У них огромная проблема с тем, чтобы ладить друг с другом в Иране. Руководство очень разобщено. Там 2-3 группы, может быть 4. И это очень разобщенное руководство. И при этом все они хотят заключить сделку, но у них у всех полный бардак. Но мы только что провели разговор с Ираном. Посмотрим, что будет. Но я бы сказал, что я недоволен. 60-й день. Вы собираетесь запрашивать разрешение Конгресса? Ни одна другая страна никогда этого не делала.
Этого никогда не было. Как вы знаете, большинство людей считают это полностью неконституционным. Также у нас было прекращение огня, так что это дает дополнительное время. Но ни одна другая страна этого не делала. Мы в середине большой победы. Это победа, какой у нас не было со времен Венесуэлы. Но у нас есть страна, которая сбилась с пути, которая действительно сбилась с пути. Это наша страна в плане армии, что у нас великая армия. Мы на пути к еще одной победе, большой победе. И я не думаю, что то, чего они требуют, является конституционным. Мы имели дело с Ираном. Они хотят заключить сделку. Они еще не там. Они приближаются. А потом приходит новая группа людей. Они не знают, кто их лидеры. Они понятия не имеют, кто их лидеры. Но они очень растеряны. И это из-за успеха, которого мы добились военным путем. У них, по сути, нет армии. Как это выглядело бы иначе? Какие у нас варианты? Мы хотим пойти и просто разнести их к черту, покончить с ними навсегда, или мы хотим попытаться заключить сделку? Вот варианты. Вы хотите разнести их к черту? Я предпочел бы нет. С человеческой точки зрения, я предпочел бы нет. Но вот варианты. Мы хотим зайти тяжело и просто разнести их. Или мы хотим что-то сделать? Люди в Белом доме начинают беспокоиться о наших запасах. Вы беспокоитесь? Нет, у нас больше, чем когда-либо, на самом деле. Потому что по всему миру у нас есть запасы. И мы можем взять их, если нам нужно. Но по всему миру у нас огромные объемы запасов. Лучшие. Например, мы укомплектованы, все наготове и заряжено. Прямо сейчас у нас больше, чем вдвое больше, чем было, когда это началось. Но мы по всему миру. Мы во многих разных странах, во многих разных местах. Все подкреплено. Когда эта война закончится, бензин и нефть, и все остальное рухнет вниз. Но прямо сейчас, на этот момент, фондовый рынок достиг рекордных максимумов. Можете конкретно сказать, чем вы недовольны? Они просят вещи, с которыми я не могу согласиться. Я недоволен Италией, и я недоволен Испанией. Они считают, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Любой, кто считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие, не очень умен, и это будет ужасная вещь в будущем. Если им когда-либо позволят иметь ядерное оружие, у вас будет проблема, подобной которой мир никогда раньше не видел. В Иране государственные СМИ опубликовали новое заявление верховного лидера Моджтаба Хаминеи. Повод – День труда и День учителя. При этом самого лидера не показали снова. Публично его не видели уже больше 7 недель после того, как его объявили новым верховным лидером. Но от его имени продолжают выходить обращения. В новом заявлении он хвалит иранских рабочих и учителей, а также пытается мобилизовать поддержку внутри страны. Людей призывают поддерживать рабочих, покупать товары иранского производства. Владельцам бизнеса в заявлении советуют по возможности избегать увольнений. Отдельный акцент – на силе государства. В тексте говорится, что Иран стал военной державой после многих лет усилий. Учителям и воспитателям при этом отводят идеологическую роль. В заявлении сказано, что они должны внедрять иранско-исламскую идентичность в умы и души молодежи. Иран резко активизировал дипломатию вокруг войны с США и Израилем. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел серию телефонных разговоров с министрами иностранных дел Турции, Египта, Катара, Ирака, Саудовской Аравии и Азербайджана. Об этом пишет CNN. Это происходит в момент, когда Тегеран передал новое предложение для переговоров с США через пакистанских посредников. Отдельно Аракчи говорил с главой внешней политики Евросоюза Каей Каллас. По данным СМИ, Еврокомиссия подтвердила разговор и заявила, что Каллас и Аракчи обсуждали продолжающиеся дипломатические усилия по повторному открытию Ормузского пролива и долгосрочные договоренности в сфере безопасности. МИД Турции также подтвердил разговор с Аракчи. Главный смысл этих звонков – Иран пытается вернуть дипломатический путь и подключить к нему соседей, региональных игроков и Евросоюз. На столе остаются 3 ключевых вопроса: прекращение войны, переговоры с США и судьба Ормузского пролива. Сегодня утром ВВС США снова провели масштабную операцию по переброске грузов на Ближний Восток. В воздухе находилось более 12 транспортных самолетов и множество самолетов-заправщиков. Об этом пишут журналисты и мониторинговые агентства в соцсетях, публикуя в качестве доказательства карту полетов. В то же время американские морпехи, гражданские сотрудники корпуса морской пехоты и члены их семей получили сообщения с угрозами от хакерской группы, связанной с Ираном. Об этом пишет CNN. Дональд Трамп впервые после попытки нападения на его жизнь появился на публичном мероприятии за пределами Белого дома.
И сразу в формате почти предвыборного выступления. Во Флориде он выступил перед пожилыми избирателями. Теперь вы знаете, я не должен быть здесь. Только что была попытка. Я не буду использовать слово «попытка», они говорят, на мою жизнь. Я должен быть внутри, в защищенном объекте, где я могу тихо, красиво и безопасно доиграть свой срок, уничтожая все, что встает у нас на пути. Например, плохие страны, которые хотят получить ядерное оружие. Мы о них позаботимся. Мы здесь, чтобы отпраздновать политику, которая приносит пользу каждому американскому пожилому человеку по всей этой земле. И она называется «Никакого налога на Social Security». Это сделано. Это сделано. В Вашингтоне тысячи людей вышли на первомайский марш против политики администрации Дональда Трампа. Прежде всего против жестких депортаций и давления на рабочие семьи. Колонна прошла по центру столицы США. Люди скандировали лозунги о правах работников, мигрантов и семей, били в барабаны и поднимали кулаки перед Белым домом. В этом году и в прошлом году американцы в Соединенных Штатах поняли, что нам нужно объединиться с силой, одним голосом, действием. Потому что мы понимаем, что происходит прямо сейчас, когда мы находимся в муках авторитаризма здесь, в Америке. Так что именно это мы делаем в этот Первомай и будем делать каждый Первомай, чтобы добиться того, чтобы работников уважали, платили прожиточную зарплату, чтобы у студентов было то, что им нужно и чего они заслуживают, и чтобы наша демократия работала для всех. Первомайские марши прошли и в других городах Соединенных Штатов. В Нью-Йорке, к примеру, первомайский митинг в Вашингтон-сквер-парке превратился в большое выступление за права работников, мигрантов и профсоюзов. США повысят импортные пошлины на автомобили и грузовики из Европейского Союза до 25%, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, повышение произойдет на следующей неделе, с 4 по 10 мая. Трамп объяснил это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия, заключенной ранее торговой сделки с США. Какие именно условия не соблюдает Евросоюз, он не уточнил. Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает нашу полностью согласованную торговую сделку, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского Союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлина будет повышена до 25%. Полностью понятно и согласовано, что если они производят легковые и грузовые автомобили на заводах в США, то никакой пошлины не будет. Многие заводы по производству легковых и грузовых автомобилей сейчас находятся в стадии строительства с инвестициями более чем в $100 миллиардов. Рекорд в истории производства легковых и грузовых автомобилей. Эти заводы, укомплектованные американскими рабочими, скоро откроются. Никогда не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, президент Дональд Джей Трамп. В Европарламенте резко отреагировали на решение Дональда Трампа. Глава Комитета Европарламента по торговле Бернт Ланге заявил, что такой шаг США неприемлем и показывает ненадежность Вашингтона как торгового партнера. По его словам, Европарламент продолжает соблюдать условия торговой договоренности и работает над завершением законодательства, тогда как американская сторона снова нарушает свои обязательства. План Трампа ввести 25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем. Европарламент все еще соблюдает шотландскую сделку, работая над завершением законодательства. Пока ЕС выполняет, американская сторона продолжает нарушать свои обязательства. От пошлин на более чем 400 товаров из стали и алюминия до нынешнего удара по автомобилям это показывает явную ненадежность. Мы уже видели такие произвольные шаги раньше, даже по отношению к партнерам. Теперь ЕС должен сохранять ясность и твердость. Над югом Ливана снова поднимается дым после серии израильских авиаударов. Так утверждают ливанские СМИ. По их словам, обстрелы начались менее чем через час после того, как израильская армия выпустила приказ об эвакуации для этого района. Это происходит на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Хезболлой. Перемирие от 16 апреля остановило удары по Бейруту и его южным пригородам, но не прекратило атаки по другим районам Ливана. Накануне Объединенные Арабские Эмираты запретили своим гражданам поездки в Иран, Ливан и Ирак. Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендовали немедленно уехать и вернуться домой. В Хезболле жалуются, что реального прекращения огня между Ливаном и Израилем нет.
Нет прекращения огня. В реальности нет прекращения огня, и это ясно из заявления Трампа, это ясно из заявления Марко Рубио, из заявления американского посла, из слов Беньямина Нетаньяху и из документа, опубликованного Государственным департаментом США. К сожалению, даже из слов Джозефа Ауна, президента Ливанской республики, стало видно, что ливанскому правительству так или иначе нужно прояснить свою позицию. Как будто они приняли американский документ и промолчали по поводу заявления Нетаньяху. Враг говорит вам, что реального прекращения огня нет, поэтому нарушение прекращения огня со стороны врага выглядит как результат американо-израильских договоренностей. В столице Чили, Сантьяго, полиция применила водометы против участников Первомайского марша. На улицы вышли профсоюзы и общественные организации. Они отмечали Международный день трудящихся и выступали за права работников. На кадрах видно, как полиция разгоняет протестующих водой, участники несут флаги и баннеры, скандируют лозунги. По данным чилийских СМИ, водометы и слезоточивый газ применили против группы людей в капюшонах, которые повредили здания и городскую инфраструктуру. Для Чили это первый Первомай при правительстве Хосе Антонио Каста. Протестующие говорят, что права работников оказались под давлением. Марш прошел на фоне переговоров между правительством и Центральным объединением трудящихся о повышении минимальной зарплаты. Я думаю, мы сталкиваемся с неблагоприятным сценарием, с тем, который очень агрессивен по отношению к правам работников. Мы отмечаем Международный день трудящихся единством и тем, что остаемся на улицах. Сегодня Чили сталкивается с кризисом, который ухудшился при новом правительстве. В Гаване прошел массовый первомайский марш на фоне острого энергетического кризиса и давления со стороны США. Колонны людей прошли от площади Революции к набережной. Впереди марша был президент Кубы Мигель Диас-Канель. К шествию также присоединился бывший кубинский лидер Рауль Кастро. На кадрах тысячи участников, кубинские флаги, портреты Фиделя Кастро. Для властей Кубы этот марш – демонстрация единства в момент, когда страна переживает тяжелый экономический период. На острове сохраняется энергетический кризис, а США продолжают давление, в том числе через ограничения на нефтяные поставки. Вашингтон требует реформ кубинской государственной экономики. На этой неделе Сенат США, где большинство у республиканцев заблокировал резолюцию демократов, которая запрещала бы Трампу начинать военные действия против Кубы без одобрения Конгресса. Так что первомайский марш в Гаване в этом году – это не просто традиционная демонстрация. Это политический сигнал. В Боснии и Герцеговине сотни рабочих вышли на улицы Зеницы с требованием снова запустить последний сталелитейный завод страны. Он проработал около 130 лет. Для города это не просто предприятие, а основа промышленной жизни. После его остановки под угрозой оказались почти 2000 оставшихся рабочих мест. Рабочие шли по центру города со свистками, с сиренами, флагами профсоюзов и плакатами. На одном из них было написано: «Выполните то, что обещали, выборы близко». Эти люди со сталелитейного завода были частью батальона, который защищал страну под Сараево. Я пришел поддержать этих людей, этих бойцов. Мы защищали Сараево, мы защищали Боснию и Герцеговину, а сегодня наша металлургическая промышленность, наш сталелитейный завод рухнул. Сталелитейный завод закрыт. Люди потеряют работу, если мы все не поднимемся и не скажем свое слово. Я хочу, чтобы сталелитейный завод продолжал работать для всех этих рабочих. В Мадриде тысячи людей вышли на Первомайский марш с требованиями повысить зарплаты, решить жилищный кризис и защитить трудовые права. Колонна прошла, скандируя «Да здравствует рабочий класс!», несли профсоюзные флаги и плакаты против военных расходов. Главный лозунг марша – права, а не окопы. Участники говорили, что рост цен, низкие зарплаты и дорогая аренда все сильнее давят на людей. Отдельная тема – войны и милитаризация. На акции были плакаты против Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху, а также баннеры с призывом не заставлять рабочих платить за войны через сокращение социальных расходов. Зарплат не хватает, чтобы дотянуть до конца месяца. Прямо сейчас работники находятся под риском бедности. Уже есть бедные работающие люди. Для Мадрида это очень важный день. Это день, когда все работники должны выйти на улицы, чтобы требовать свои права. В каждом секторе есть проблемы. В системе образования серьезная нехватка финансирования, и нам нужны лучшие условия для всех. В Париже тысячи людей вышли на первомайскую демонстрацию. Главные требования – рост зарплат, заморозка цен и борьба с дорогой жизнью. Профсоюзы заявляют, международные кризисы уже напрямую бьют по обычным работникам. Люди вынуждены выбирать между продуктами и топливом, а зарплаты все сильнее отстают от цен. На марше поднимали и тему военных расходов. Участники говорят, увеличение оборонного бюджета означает сокращение в социальной сфере.
На плакатах требования не трогать 1 мая как день отдыха рабочих. Лозунги против миллиардеров, в защиту государственных больниц и против войны. Мы работники в том геополитическом мире, в котором мы живем. То есть военный бюджет, который в этом году увеличится на 8,5 миллиарда евро и, соответственно, сокращение на 2 миллиарда для социального обеспечения. Так я работаю в доме престарелых, и мое учреждение финансируется социальным обеспечением. Поэтому эти 2 миллиарда уменьшат бюджет и пойдут в военный бюджет. И это напрямую влияет на меня, на мои условия труда, на мои условия жизни и на мою работу. Король Великобритании Чарльз III отправился спасать рифы. Он посетил Бермудские острова. Не ради парадной церемонии, а ради природоохранного проекта. Там работает программа Living Classroom – «Живой класс», где школьников учат понимать экосистему острова и заботиться о природе не по учебнику, а прямо на месте. Чарльзу показали занятия. Дети изучали кораллы, рыб и морскую среду. Один из учеников даже показал королю свой любимый коралл. Затем Чарльз наблюдал, как сотрудники Бермудского зоологического общества выпускают раков-отшельников. После этого он сам посадил бермудский кедр – местное дерево. Для Чарльза III это очень характерный визит. Меньше политики, больше экологии. Он давно говорит о защите природы. Король также посетил традиционное выступление танцоров гамбей. Они исполнили традиционный бермудский танец под барабаны. А затем Чарльз пообщался с участниками выступления и официальными лицами. Европейские авиакомпании сталкиваются с самым серьезным вызовом со времен пандемии COVID-19. Причина – война вокруг Ирана и резкий рост цен на авиатопливо. С начала конфликта керосин подорожал почти на 84%. Пока перевозчики удерживаются за счет заранее закупленного топлива, хеджирования, компании пытаются максимально оптимизировать процессы и допускают, что ситуация может даже сыграть на руку бюджетным авиакомпаниям. Пассажиры будут чаще выбирать более дешевые перелеты. Но не у всех игроков ситуация стабильная. Некоторые уже сообщили о снижении бронирований и предупредили о возможном падении прибыли. Последствия этой ситуации не ограничиваются потерей одного рейса в Модлин из Шарджи. Они также затрагивают цены на авиационное топливо и его доступность, с чем вся отрасль может столкнуться этим летом. Несмотря на то, что наши перевозчики имеют хеджирующие соглашения и зафиксировали цены и объемы топлива, на этот год мы понимаем, что в этом году это станет глобальной проблемой. Учитывая стратегию Ryanair, их решимость и операционную эффективность на этом рынке, как крупнейшей авиакомпании Европы, они, скорее всего, окажутся в выигрыше в этой ситуации, в том числе с точки зрения цен. Если все цены вырастут, мы этого не избежим. Однако цены Ryanair, вероятно, вырастут меньше, чем у других авиакомпаний, а значит, мы можем, как я уже говорил, стать бенефициарами этой ситуации. Пассажирам, вылетающим от нас, будут предложены самые низкие тарифы по конкретным туристическим направлениям, и они могут просто переключиться с других аэропортов и выбрать Модлин. Это наш план. Главная проблема для авиакомпаний – это не рост стоимости авиабилетов из-за подорожания керосина, который они, безусловно, переложат на пассажиров. Основная проблема – это потенциальная физическая нехватка керосина. Самые негативные прогнозы по общему дефициту в Европе в пиковый сезон составляют всего от 17 до 18%. Это не такой уж высокий показатель. Будут отменены десятки тысяч рейсов, но это не приведет к самому драматическому сценарию, при котором все остановится, и все больше самолетов перестанут летать. По сути, происходит то, что крупные авиаперевозчики воспользуются этим кризисом для оптимизации своей деятельности. Вторая категория перевозчиков в регионе значительно преобладает в процентном отношении. Это low-cost компании. У них несколько меньше проблем с авиационным топливом, потому что они закупают его заранее, но и у них будет определенный процент отмен рейсов. И тогда остается лишь посмотреть, какие рынки для них допустимо сократить. Прежде всего и, скорее всего, по частоте полетов, а в худшем случае за счет отмены рейсов. В Китае шимпанзе Юй Хуэй снова стал интернет-звездой. Теперь из-за нового навыка. Он научился вдевать нитку в иголку. Юй Хуэй живет в тематическом парке города Чуанцин. В Международный день труда его уже 6-й год подряд назвали образцовым работником животного царства. И это не просто красивая табличка для посетителей. Шимпанзе подметает пол, стирает одежду с мылом и щеткой, расчесывается, подстригает ногти и даже читает. Раньше он уже стал популярным в сети благодаря таким роликам. Теперь у Юй Хуэя появился новый трюк. Он аккуратно продевает нитку в иголку. Для животного это сложное действие. Нужна концентрация, точность движений и хорошая координация. На вокзале в Шанхае пассажирам теперь помогают роботы с искусственным интеллектом.
И это не выставка технологий, а обычная железнодорожная станция. С толпами людей, чемоданами, очередями. На южном вокзале Шанхая появились роботы и роботизированные собаки. Они отвечают на простые вопросы, помогают пассажирам ориентироваться внутри станции и подсказывают дорогу. В зале ожидания роботы также устраивают небольшие выступления. Но главный смысл не в развлечении. Китай показывает, как искусственный интеллект постепенно входит в повседневную инфраструктуру. Вокзалы, аэропорты, транспортные узлы, места, где людей много, а помощь нужна быстро. Станция уже заявляет, что будет расширять сотрудничество с технологическими компаниями и искать новые способы использования искусственного интеллекта в обслуживании пассажиров. Китай тестирует, насколько быстро машины смогут стать обычной частью городской жизни.